Добрый день, меня зовут Юнова Натали. В прошлой передаче, в первой части, я вам рассказывала, как я пришла к правильному питанию, и мы с вами начали разбирать мифы про похудение. Очень многие считают, что правильное сбалансированное питание – это очень дорого. Я специально на своем канале создаю рецепты из простых бюджетных продуктов, которые может себе позволить каждый. В каждом рецепте я прописываю, сколько белков, сколько жиров, сколько углеводов. И благодаря этим рецептам вы можете составить наперед себе план питания. И не только для себя, для своей семьи. На самом деле это все просто. Было бы желание, остальное все получится. И я очень хочу, чтобы у вас это все получилось. Еще очень интересное убеждение – главное кушать все с утра. В первой половине дня все это у нас переварится. Еще очень многие говорят, главное не есть после 6. Свое утро вам необходимо начинать с полноценного сбалансированного завтрака. То есть вы должны потреблять медленные углеводы. Как я свою семью кормлю и сама кушаю, мы обязательно с утра кушаем кашу, мюсли, какие-то хлопья. Кладем совершенно по чуть-чуть, по 5 столовых ложек, 100-150 миллилитров молока. И также мы съедаем по одному бутерброду. И пьем либо чай, либо цикорий. Можете, если вы любитель кофе, выпить чашечку кофе. Норма кофе не более 1 чашки в день. Почему? Я также снимала передачу об этом. Но помимо завтрака, Нужно пить чистую воду. как только проснулись, как только протерли глаза, у вас должна выработаться привычка идти пить чистую воду. Первое время я не могла ее пить. Я не хочу, я не могу, но я себя заставляла. Так проходила, наверное, неделя первая. А вода, она запускает все обменные процессы в нашем организме на рабочий день. То есть это запуск наших процессов. Пока вы не выпьете воду, вы не проснетесь. Поэтому относитесь к своему организму как к ребенку. Помните, когда мы детей будем в школу? Они не хотят просыпаться. То же самое наш организм. Вот эта вода будет как будильник. Почему вы не хотите с утра не кушать, не пить? Потому что это абсолютно замедленный обмен веществ. Ваш организм спит. Вы как зомби ходите, а организм спит. Еще очень интересное высказывание. Когда люди полные, у них всегда замедленный обмен веществ, и именно только из-за этого они не сбрасывают лишние килограммы, и никуда от этого не денешься. Ребят, чаще у нас лишние килограммы возникают из-за неправильного образа жизни. Самая противная привычка, которая есть, у большинства полных людей, с которыми я разговариваю, 95%. Когда мы кушаем, мы любим смотреть телевизор, либо читать книжку, либо кушаем, играем в игрушки за компьютером. Одной рукой играем, одной кушаем, чуть ли не ногой запиваем кофе. Это неправильно. Или когда мы работаем, нам надо срочно что-то сделать, мы бежим, мы торопимся и, простите за выражение, забиваем на то, что нам надо поесть. То есть мы забиваем не на то, что нам надо поесть, мы просто забиваем на свой организм, на самих себя. Моя любимая поговорка: мы представляем то, что мы едим. Вот как вы относитесь к своему организму, точно так же организм отвечает вам. Вы к нему наплевательски, он наплевательски. Я это поняла на своей шкуре. Любите его, хольте, а в ответ он вам будет давать периодически приятные бонусы. И каким бы ни был полный человек, если он потребляет калорий меньше, чем затрачивает, вес его будет стабильно снижаться. Это даже доказывать не надо, это чисто логически. Еще очень интересное высказывание, извините, вызывает улыбку. Жиры и углеводы – это бесполезные продукты, это бесполезные вещества, которые откладываются в жир, и наш организм без них может обойтись. Самое главное – это белки, которые формируют наши мышцы. Вот будем кушать белки, все мы скинем, и все будет замечательно. А жиры и углеводы не нужны. Интересная, да, теория? Что я вам хочу сказать на это? На самом деле, действительно, жиры и углеводы – это основные источники того, что у нас откладывается в жир.
но без них тоже нельзя. Давайте приведем пример, так, для общего понимания. Углеводы – это источник быстрой энергии. Когда у нас слабость, мы можем съесть правильные углеводы для того, чтобы испытывать чувство сытости и не ощущать чувство голода. Один углевод – это 4 килокалории, то есть это 4 единицы нашей энергии. Если мы возьмем быстрые углеводы, всевозможные сладости, тортики, выпечку, сдобу, именно эти углеводы запускают процесс накопления жира, потому что они перевариваются нашим организмом легче, быстрее, и мы быстрее испытываем чувство голода. А вот что касается жиров, то жиры, они в 2 раза калорийнее, чем углеводы и белки. 1 грамм жира – это 9 килокалорий, 9 единиц нашей энергии. Вы мне можете сказать: Натали, я уже ничего не понимаю, что вы от меня хотите. Давайте я вам объясню на примере телефона. Представьте, что телефон – это наш организм, который потребляет энергию. Телефон у нас работает, потребляет энергию, он переработал эту энергию, мы там проговорили, проделали действия, телефон выполнил свои функции, он разрядился и требует кушать, чтобы мы его зарядили. То же самое касается нашего организма. Он работает. Мы забросили в него калории, как только он их переработал, поработал над ними, работа закончилась, он опять требует, чтобы в него что-то закинули, чтобы мы его подзарядили для того, чтобы дальше протекал обмен веществ. Чем больше мы будем закидывать неправильных калорий, тем быстрее организм будет перерабатывать эти калории, сортировать это на энергию, вот это вот в жир, а вот это, простите, в туалет. И для того, чтобы такого процесса неправильного не происходило, именно поэтому нам необходимо сбалансированное питание, чтобы мы чувство голода ощущали как можно реже, и чтобы организм был постоянно чем-то занят. Еще очень интересное утверждение многих диетологов, что после 6 кушать нельзя. вот интересно, откуда такая цифра появилась именно после 6? Если я человек-жаворонок, который встает в 5-6 утра и ложусь в 9-10 вечера, с этим я согласна. В этом случае после 6 кушать нельзя. А что делать, если я сова, которая ложится в 12, в час ночи, а то и в 2? Что в этом случае делать? Так вот, дорогие мои, я вам хочу сказать, что правильное питание нельзя кушать за 3-4 часа до сна. Вы примерно знаете ваш распорядок и отталкивайтесь от этого времени. Если будет больший промежуток, организм у вас затребует кушать, поскольку переработка энергии, которая поступила в наш организм, проходит по времени от 2 до 4 часов. Еще одно очень важное правило: вы должны спать не менее 6 часов и не более 8. 6-8 часов – это полноценный сон. Это просто. Если вы сова и ложитесь спать в час ночи, значит, вы должны просыпаться не раньше 7, если в 2 не раньше 8, если в 3 не раньше 9, ну и так далее. Тогда это будет считаться полноценный сон, а не то, что, как многие говорят, вы должны лечь ровно в 22:00, это вот прям максимально. Нет. У каждого организм индивидуальный, у каждого свои особенности, тем более мы уже не 15-летние дети, каждый привык жить по-своему. Именно отталкивайтесь от своего графика, помогайте своему организму адаптироваться к новым условиям и адаптируйтесь сами. Еще раз повторюсь, что на самом деле привычка формируется всего-навсего 21 день. Просто себе поставьте цель на месяц, что я буду делать именно так, а потом посмотрим. И мне очень будет интересно узнать ваши отзывы. Что вы мне на это скажете? Мои дорогие зрители, эта часть нашей передачи подошла к концу, и у нас будет следующая, заключительная, 3-я часть. Если вам понравилось, оцените работу и поставьте лайки, а также не забудьте подписаться на мой канал для того, чтобы не пропускать свежие новости про похудение и новые рецепты. Пока!